До зимы осталось пару дней, но на улице по-прежнему относительно тепло. И по прогнозам метеорологов, на ближайший месяц обильных осадков, по крайней мере на юге России, не ожидается, а температура будет выше климатической нормы. В этой связи в разных микрорайонах Черкесска и сегодня продолжаются дорожные работы. Не потому, что лето красное пропели. Весь запланированный на 2020 год объем работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен досрочно. В связи с тем, что досрочно были выполнены работы по устройству дорог в 2020 году, мэрией муниципального образования города Черкесска было принято решение еще дополнительно до конца года отремонтировать еще 8 участков дорог, которые были предусмотрены на 2021 год. По техническому регламенту такой вопрос. В такое холодное время можно ли ремонтировать дороги? Пока погодные условия позволяют, плюсовая температура, по прогнозу до конца декабря месяца планируется плюсовая температура, поэтому можно выполнять ремонтные работы. На 2021 год в рамках регионального нацпроекта «Дорожная сеть» запланированы ремонтные работы более 20 участков. В эти дни они идут в основном на второстепенных улицах, которые помогут разгрузить главные транспортные артерии города, связав их перемычками с качественным дорожным покрытием. Периферийность ремонтируемых улиц читается даже в их названиях: крайняя, полевая, партизанская, средняя, западная, Попова. Но есть в этом списке и большой участок одной из самых загруженных автодорог республиканской столицы по улице Фрунзе. В последний раз дорожное полотно здесь ремонтировалось 10 лет назад. По улице Фрунзе протяженностью 745 метров, шириной 7 метров. На сегодняшний день выполнены работы по фрезеровке верхнего слоя асфальтобетонной смеси и выполняются работы по укладке бордюрного дорожного камня. Мы хотим, чтобы нам придомовую часть вот этих вот облагородили, чтобы вот так не оставили. Чтобы все было красиво, аккуратно, как вот в центре сделали, чтобы у нас было красиво. Красоту в центре города в эти дни наводят не только с помощью нового асфальта, но и тротуарной плитки. Скоро она появится на дорожке у детского сада по улице Леонова напротив спорткомплекса «Спартак», а также по всей длине и ширине тротуара улицы Горького, где расположен пенсионный фонд, 9-я общеобразовательная школа и стоматологическая поликлиника. Руслан Альботов, Михаил Каракелян. Итоги недели.